Нобелевская премия присуждается людям, которые вносят весомый вклад в развитие нашей цивилизации. Премия — это слава, признание заслуг и, наконец, деньги. В 2024 году размер премиального вознаграждения составил около 9 миллионов долларов. Кто в силах отказаться от такого? Оказывается, есть такие люди. И они заслуживают нашего внимания хотя бы потому, что в отличие от многих сотен состоявшихся нобелевских лауреатов, этих отказников можно пересчитать по пальцам. Лев Толстой. С точки зрения обыденного здравого смысла, Толстой традиционно представляется человеком со странностями. Распространялись они и на отношение к деньгам. Например, Лев Николаевич отказался от права собственности на свои произведения и гонораров от их публикации. Его жене Софье Андреевне это категорически не понравилось. Руководствоваться правилом «ничего себе, все людям» крайне великодушно. Но когда ты родила графу 13 детей, из которых 5 рано умерли, то больше думаешь о благополучии семьи, а не о счастье человечества. Безответственное отношение к близким и к деньгам вызвало в семье Толстых серьезную размолвку. Но что поделать, если взбалмошный граф считал деньги злом? На Нобелевскую премию его выдвигали 4 раза. В 1902, 1903, 1904 и 1905 годах. Все шло к тому, что в 1906 году, с 5-й попытки, премию ему все-таки дадут. Пустить на самотек имидж опрощенца Толстой никак не мог. Формально писатель от премии не отказывался, потому что ему ее не присуждали. Однако он сделал все, чтобы ее не получить. Толстой обратился к финскому коллеге по писательскому цеху Арвиду Ярнефельту с просьбой повлиять на Нобелевский комитет, чтобы премию ему ни в коем случае не давали. Арвид просьбу выполнил. Покрутив пальцем у виска, шведы присудили награду итальянцу Джозуэ Кардуччи, масону, революционно настроенному поэту-сатирику, беспощадно критикующему римского папу. Несмотря на привычку раздавать пощечины общественной морали, Кардуччи и деньги, и звание лауреата с удовольствием принял. С Толстым его роднили, разве что борода лопатой и отношение к церкви. Сегодня даже в Италии вам мало кто внятно расскажет, кто такой Кардуччи. Его имя чаще всего упоминается в связи с курьезом неприятия Нобелевской премии Толстым. Писателя не присуждение награды привело в восторг, ведь он избавился от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, могут приносить только зло. Нетрудно догадаться, что об этой удаче думала Софья Андреевна. Кнут Гамсун. Весьма специфически от нобелевских денег избавился норвежский писатель Кнут Гамсун. Жизнь Гамсуна складывалась непросто. Родился он в ужасающей нищете. В школе практически не учился. Странствовал по Америке и Норвегии, где тяжело работал, влача полуголодное существование. Успех ему принес роман «Голод», где он описал то, о чем знал не понаслышке. В личном общении Гамсун был человеком малоприятным и эпатировал публику не хуже, чем Толстой Софью Андреевну. Например, швырял в лицо норвежским классикам Ибсену и Бьернсону, что они безнадежно устарели и им пора уходить из литературы. Классики оказались не в пример человечнее Гамсуна и поддерживали его, невзирая на хамские выходки. Гамсуна ни разу не избили, хотя прямые призывы к этому звучали даже в печати. Нобелевскую премию в 1920 году ему вручили за роман о жизни норвежских крестьян «Плоды земли». Сам Гамсун гордился крестьянским происхождением, близостью к крови и почве. Жизнь — это яростная борьба за существование. При столкновении с ней мгновенно слетает шелуха цивилизации. Ницшеанец Гамсун считал, что война полезна. Она отправит дряхлую и лживую Европу в небытие. Свои надежды на новый мир он связывал с Третьим рейхом. Поэтому, получив премию, он отправился в Берлин и торжественно передал ее министру пропаганды Геббельсу. Удостоился он и приема у Гитлера. Но и тут сказалась привычка Гамсуна идти против течения. Гитлера взбесила манера писателя рассказывать, как фюрер должен вести себя вообще,
и с Норвегией в частности. Но это был не последний плевок в политический тренд. Когда Гитлер покончил с собой, близкие напрасно отговаривали писателя от скандальной публикации. В некрологе Гамсун назвал фюрера борцом за права народов. Германия войну проиграла, Нобелевка пропала зря. Гамсуна судили, но помиловали, хотя он делал все, чтобы этого не произошло. Из чистого упрямства Гамсун не отказался от своих воззрений и не принес извинений жертвам фашизма. Конец жизни он встречал в нищете, с которой начинал. Пресса не зря называла его старым слепым великаном, который бредет по темному лесу в одном ему известном направлении. Его имя и творчество были табуированы и полузабыты. Свою последнюю книгу «На заросших тропинках» он дописывал в психушке и доме престарелых. Удивительно, но она была издана и получила широкий резонанс. А сам писатель является мировым классиком, хотя режиссеры до сих пор избегают его экранизировать. Жан-Поль Сартр. Строго говоря, французский писатель и философ Жан-Поль Сартр был первым, кто в буквальном смысле и притом добровольно отказался от присужденной ему Нобелевской премии. Отказался сам, а не был к этому принужден государством, как в случае с Пастернаком, за которого через 31 год премию получил его сын Евгений. Временно отказался от награды в 1970 году. И Александр Солженицын, поскольку боялся, что обратно в СССР его после церемонии в Стокгольме не впустят. Но как только писателя выслали из Союза, он с удовольствием забрал свои деньги. А вот немецкие ученые Рихард Кун, 1938 год, химия, Адольф Бутенанд и Герхард Дамак, 1939 год, химия и физиология и медицина, свои деньги так и не получили, но опять-таки не по своей воле. Разобиженный на Нобелевский комитет Гитлер запретил немцам с ним сотрудничать. После войны ученым выдали положенные дипломы и медали, но отказали в денежном вознаграждении. Чуть было не отказался от Нобелевской премии в 2016 году рок-бард Боб Дилан. Он никак не отреагировал на награду. Через 10 дней у секретаря Шведской академии лопнуло терпение. И он попробовал связаться с музыкантом, но так и не смог этого сделать. В это самое время Дилан спокойно давал концерты и ни одним словом не обмолвился о своем лауреатстве. Более того, с сайта певца убрали даже сообщение об этом. Члены Нобелевского комитета напряглись. Неужели откажется? Подобные выходки наблюдались за Диланом и раньше. Однажды он проигнорировал «Оскар», а тут какая-то Нобелевка. Академики публично обвинили его в высокомерии. Однако, помотав им нервы, Дилан в конце концов премию получил. А вот с Сартром все было иначе. В 1964 году он отказался от нее добровольно. Судя по всему, причина та же, что и у Льва Толстого — страх разрушить имидж властителя дум. Де-Голь называл Сартра «наш Вольтер». Философ ощущал себя трибуном, который защищал народ от центральной власти. Он придерживался левых взглядов и оппонировал буржуазности, одним из воплощений которой считал Нобелевскую премию. Она представлялась ему посягательством на независимость. Кроме того, в чем ценность премии за литературу, если практическая ценность самой литературы сомнительна? После отказа от премии Сартр заявил, что прекращает литературную деятельность. Отныне его интересует реальное, а не мнимое преобразование мира. Замысловатость аргументации лишний раз доказывает, чтобы отказаться от премии, нужно быть очень странным даже на фоне гениев, которые традиционно славятся нестандартным поведением. Неудивительно, что до сих пор у Сартра нашелся лишь один последователь. В 1974 году вьетнамский политический деятель Ле Дык Тхо отказался от своей части премии мира, которую ему присудили вместе с Генри Киссинджером. Его возмутило, что за разрешение конфликта уже раздают награды, хотя Вьетнамская война еще продолжается. А вот Киссинджера ничего не смутило, и он принял премию за 2 года до окончания войны.
Больше никого за последние 50 лет в компании Sartre Co. не прибавилось. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.